большой-большой привет! Меня зовут просто Джульетта. И сегодня я снимаю долгожданное вами видео, что в моем телефоне. У меня iPhone 11 на 128 гигабайт. И этот чехольчик, который на нем сейчас, я купила на Шейне. А так как большинство из моих подписчиков живет в России, он сейчас недоступен нам к заказу. И также, помимо того, что я просто вам покажу, что находится в моем любименьком телефончике, я также покажу, как оформить телефон в очень красивом новогоднем оформлении. И, соответственно, я еще не меняла телефон с моего осеннего оформления. Обычно я оформляю мой телефон раз в сезон и хожу, получается, где-то 3 месяца с одним и тем же оформлением, как и вышло в этот раз тоже. Поэтому у меня до сих пор осень, так что первыми нас встречают вот такие вот прекрасные обои. И тут вы можете найти, что я даже сбоку оформляю и добавляю своих виджетов. Тут также есть цель питья воды. И также я сюда вывела как виджет то, сколько часов я провожу в телефоне. Это такая аналитика, которая помогает мне меньше в нем сидеть и вообще отслеживать, для каких приложений, возможно, мне стоит сделать лимиты. И теперь переходим на главную страницу. В нижней строке у меня телефон, смс-ки, Telegram и Safari, то есть самые такие базовые приложения. Затем у меня идет App Store, мои заметки, камера, вы можете увидеть мои ноги и мои фотографии. Далее или чуть выше идут приложения часы, погода, календарь и также настройки. Кстати говоря, как раз вам тут покажу. Если пролистать ниже, то можно увидеть кнопочку «Экранное время». Нажимая на нее, мы видим то, сколько вот я сидела. Вот в среднем за день у меня сейчас 7 часов. Но это вот когда я прям активно там в ТикТоке сижу или как-то прокрастинирую, так скажем. Если мы пролистываем далее, мы находим мою последнюю страничку. У меня всего 2 страницы, на которых все приложения мои помещаются. Pinterest, мой любимый Pinterest для вдохновения. Я просто не могу без него, как вы можете увидеть. У меня тут одни всякие рождественские фотографии. Они тоже помогают моему новогоднему настроению быть все выше и выше. Далее приложение Daily Bean. Очень классно. Хочу посоветовать тем, кто хочет отслеживать свое настроение, свои эмоции и в целом развивать, возможно, даже сторителлинг, потому что вы можете здесь нажать на вот этот кружочек внизу и оценить, как прошел ваш день. Если вы перейдете в настройки, то можете увидеть, что тут есть магазин, в котором можно выбрать разные такие кругляшочки под ваше настроение, и рождественские, у них, я помню, были и хэллоуинские тоже. И когда вы нажимаете, допустим, нажмем, у меня вот отлично день прошел сегодняшний, почти прошел, точнее. И тут вы можете выбрать очень много всяких функций и плюшечек, то, что вы делали в течение дня или что-то вы выполнили из ваших целей. Вы можете записать, сколько вы спали, и можете добавить свою фотографию. И вот здесь вот добавить примечание, и вы можете написать, что мой день прошел прекрасно, и я этому очень сильно рада. И в левом верхнем углу мы видим 2 папочки. Давайте начнем с папки Education, переводится как образование. И тут у меня 4 моих важных приложения. Калькулятор. Кстати, для тех, кто не знал, я просто не сразу об этом догадалась, что если перевернуть телефон, то можно вот открыть кучу всяких новых функций. Допустим, можно посчитать тангенс, можно посчитать корень, даже корень степени. Далее идет мой любимый Duolingo. Я просто без него не могу. Тут я выполняю разные дела. Сейчас я на разделе, 34 разделе. Кстати, если вы тоже пользуетесь Duolingo, обязательно добавляйтесь ко мне. Вот вы можете видеть тут мой ник Flower Juliet. И как вы можете также заметить, я начала изучать корейский и итальянский. Итальянский я пока почти не начала изучать, я просто его сразу добавила. И добавила корейский, потому что я в своем телеграме об этом рассказываю. Там вы можете найти больше меня, и я там в принципе появляюсь чаще. Я там рассказала о том, что я нашла марафон по корейскому от школы Сан. Также тут у меня приложение Ева. И, кстати, о 2 этих приложениях, Duolingo и Ева, я рассказывала в своем видео про приложение для английского языка. Тут тоже я изучаю английский. Мне очень нравится то, что тут можно это делать прямо по фильмам. И также тут у меня Яндекс.Переводчик. Я им пользуюсь, очень довольна. Как по мне, это один из лучших переводчиков, который может точно даже сленговые фразы перевести. Дальше у меня идут 2 папки и еще 2 приложения. Одно из них Fabulous. Я о нем тоже рассказывала в своем
своем видео. Тут очень много всяких интересных функций, челленджей. И также, помимо челленджей, вы можете общаться с другими людьми, делиться с ними своими результатами и мотивировать друг дружку вместе. Следующее приложение вне папки идет SoundCloud. Это там, где я слушаю мою музыку. И следующая папочка — это Needful. Это что-то полезное и нужное для меня. Как вы можете заметить, тут чуть-чуть пустовато, потому что я еще сегодня чуть-чуть подчистила приложение. И первые 3 приложения — это почта, Сбербанк и карты. У меня это Яндекс. Далее идет приложение Plant Nanny. Я тоже о нем рассказывала в своем видео. Это приложение, где вы можете отслеживать и наладить, и выработать привычку пить много воды. Тут, кстати, также можно создавать аккаунт, поэтому за прогресс вы можете совершенно не волноваться. Следующее приложение называется Flow для отслеживания менструации. И еще одно приложение, тоже очень нужное, называется оно Focus Plant. Я тоже о нем рассказывала в своем видео. Оно помогает сконцентрироваться на выполнении каких-либо дел. Тут вы, кстати, тоже можете выращивать разные растения, открывая все новые и новые, более редкие и интересные виды. Следующее приложение, которое я очень хочу посоветовать вам, потому что оно действительно очень полезно. Называется оно Oh My Wishes. Тут даже можно устраивать тайного Санту. Суть этого приложения в том, чтобы упростить, грубо говоря, нам, людям, жизнь, когда мы выбираем кому-то подарок. Это обычно бывает очень тяжело, а в этом приложении сам человек может указать, что он хочет. Он может добавить фотографию, добавить ссылку на тот товар, который можно купить в интернете на той или иной онлайн-платформе. И можно даже сделать несколько списков, чтобы было проще находить подарки разной категории. Следующее приложение Dashcam тоже мне очень сильно понравилось, потому что можно делать вот такие вот классные фоточки. Так. И у меня высвечивается вот такая красивая полароидная фотокарточка. Я прям без ума от таких красивых картинок, прям как будто действительно на фотоаппарат. Жаль, только она не распечатана. И также помимо этого режима можно выбрать еще другие камеры. И последние 3 приложения в этой папке: Стрелка, Метро и Мой Теле2. И последняя в моем телефоне папка называется Social Media. Я думаю, тут сразу все понятно. Это соцсети: YouTube, WhatsApp, подкасты, ВК, студия YouTube. Это очень классное приложение, в котором блогеры могут смотреть аналитику своего канала, своих видео, Нельзяграм. И остались последние 3. Если быть точнее, то 4 приложения. Одно из них я просто со стола рабочего удалила сегодня. CapCut. Это вообще моя невероятная находка видеоредактора на телефоне. Далее приложение Mi Home для пылесоса у нас дома. И Zap, с помощью которого я могу отслеживать, допустим, количество шагов. И в целом это приложение связано с моими часами. И, собственно говоря, это все, что находится в моем телефоне. Поэтому я предлагаю нам приступать к его украшению, потому что сегодня у нас 14 декабря, а у меня до сих пор осеннее оформление, но это как-то не очень. Перед началом оформления я всегда выбираю, какие у меня будут обои и какая будет цветовая гамма. Так как сейчас такое новогоднее настроение, я хочу сделать себе оформление в 3 цветах. Это белый, красный и зеленый. Ну и, собственно говоря, в их оттенках. Итак, обои я выбрала, и, соответственно, сейчас поставим первые из них. Так как сейчас появилось новое обновление в айфоне, мы можем удержать наши обои, грубо говоря, и отредактировать их. Нажимаем плюсик, выбираем фото и выбираем сначала те, что будут у нас на экране блокировки. Вот я выбрала вот такие. И здесь я добавляю виджеты. У меня это обычно погода. Виджет Focus Plant, чтобы я не забывала заходить и концентрироваться на чем-то. И виджет моей зарядки на телефоне. А когда у меня подключены наушники, то у меня показываются наушники. На самом деле очень много тут можно выбрать разных виджетов, как вы можете заметить. Я, пожалуй, в этот раз выберу другой текст. И можно еще выбрать цвет. Но я думаю, я оставлю таким полупрозрачным. Также тут, как мы можем заметить, можно выбрать разные эффекты, но мне это не нужно. Нажимаем добавить.
и нажимаем «Настроить экран домой». Обычно на экран домой я выбираю либо однотонные, либо обои, в которых мало каких-то деталей, изюминки. То есть они достаточно простые, допустим, как вот это тут, чтобы максимальный был акцент все-таки на приложениях, чтобы их вообще было видно. Нажимаем «Готово». И вот такая получается пара. Теперь расскажу о том, какими приложениями пользуюсь я, и посоветую помимо этого еще классные приложения, с помощью которых вы можете оформить свой телефон. Я пользуюсь приложением WidgetSmith и Команды. Команды — это то приложение, которое есть на iPhone уже при приобретении телефона, а WidgetSmith вам нужно скачать в App Store. Приложение Команды нам нужно для того, чтобы мы сделали наши приложения с красивыми картинками. Если что, все картинки я находила в Pinterest, поэтому вы тоже можете их спокойно найти. А WidgetSmith нужно нам для вот таких вот больших или же квадратных виджетов. Но помимо этого WidgetSmith вы можете также использовать не только фотографии, но и чтобы виджет показывал погоду, был календарем или же часами. Мы заходим в приложение Команды, нажимаем в правом верхнем углу на плюсик, нажимаем «Открыть приложение», там нажимаем «Приложение» и выбираем любое приложение, вот, допустим, камера. Теперь мы нажимаем, где написано «Открыть приложение», на стрелочку. Тут мы нажимаем на экран «Домой» плюс, затем вместо новой команды вы либо пишете какое-то свое название, либо пишете название этого приложения, либо же вообще ничего не пишете. Тут такое тоже возможно. А далее вы можете добавить свою фотографию. Вот, допустим, вот такую вот выберем. Нажимаем «Выбрать» и нажимаем «Добавить». Все, нас выкинуло. Это означает, что приложение камера уже на рабочем столе. И поэтому, когда мы нажимаем, то у нас открывается камера. И теперь его осталось куда-то переместить. И, как вы можете заметить, у меня тут все мои приложения с рабочего стола. И поэтому перед каждым новым оформлением я всегда считаю, сколько их. В этот раз у меня их около 45. И от этого зависит, сколько фотографий мне нужно скачать, чтобы они были на моих приложениях, виджетах и, соответственно, обоях. И давайте вместе с вами сейчас отредактирую несколько из них. Здесь я не пишу текстом ничего. Выберу какую-нибудь фотографию. Следующие смс-ки. Теперь перехожу на рабочий стол и отсюда удалить закладку и перемещаю приложения в том же порядке. Ну, что-то они у меня не очень сочетаются. Нужно поменять Telegram на какое-то другое. Очень, смотрю, не хватает красного, поэтому я думаю, что вот это будет в самый раз. Приложение с картинками делать мы научились. Теперь скачиваем приложение WidgetSmith, переходим в него. Тут вы можете заметить, у меня уже какие-то отработанные виджеты. Сначала вы можете увидеть маленькие виджеты, это такие квадратные. Дальше medium, то есть средние. Но для меня они уже большие, то есть есть вообще large. Большие-большие. И мы нажимаем Add Small Widget. Тут мы выбираем фотографии. Тут можно выбрать разные темы, как вы можете увидеть. Но это если вы не используете фотографии. Я буду использовать фотографии, поэтому я нажимаю фото, Choose from Photos. И тут, допустим, выбираю с мишками. Вот ее размещаю как мне нужно. Нажимаю Save. Переходим на рабочий стол. И удерживаем. Нажимаем в левом верхнем углу плюсик и ищем WidgetSmith. Теперь мы видим, что тут можно выбрать. Вот как вы видите, как выглядит large, да? И мы выбираем тот размер виджета, который мы сделали. Нажимаем «Добавить виджет», и мы видим, что нам выскакивает самый последний, новый, как раз который мы сделали. Но в случае чего, если вам нужно поменять виджет, то вы можете не переудалять его, не переустанавливать. Мы также остаемся в этом оформленческом режиме. Просто нажимаем на виджет и, запоминая циферку, нажимаем ту, которую вам нужно. Допустим, нажмем 6, и у меня сейчас появляется фотография другая. Все, виджеты мы тоже научились делать. И когда мы переходим вот сюда, в эту
в левую часть экрана тут тоже удерживаем и с помощью плюсика редактируем так, как нам нужно, и добавляем разные штучки. И я вернусь к вам, когда доделаю мой телефон. Я думаю, что будет очень красиво, мне уже нравится. Итак, я возвращаюсь к вам спустя, по-моему, часа 2. Наконец оформила мой прекрасный телефончик. Нас встречают вот такие вот красивые обои, лестница. Мне кажется, она для меня тоже является какой-то мотивацией. То, что вот шаг за шагом я иду вперед. После лестницы мы с вами видим снова вот эти вот разные виджеты в левой части экрана. Тут я добавила вот такие вот с елочкой, вот такая вот фоточка и снова елочка. Когда мы открываем, мы видим вот эту вот красоту. Мне вот этот вот виджет с вот этими девочками очень сильно понравился. Он такой прям, знаете, дружелюбный, такой классный. Тут, что я люблю о Рождестве, лично для меня больше о Новом Годе, потому что все-таки в нашей стране больше справляют его, нежели Рождество. Ну или только у меня так в семье, не знаю. Тут вот такие вот красивые все иконки. Далее тут снова девочки, елка и папки. Очень красиво я украсила, мне прям очень нравится. Все так эстетично, красиво. И тут даже на некоторых иконках есть также мои фотографии, чему я тоже, конечно же, рада. И, в общем-то, вот такой вот красивый телефончик у нас получился. Я очень рада, я счастлива и устала, потому что очень долго над этим трудилась. Я еще параллельно успела смонтировать маленькое видео. Я очень надеюсь, что вам было это видео полезно и оно вам понравилось, и вы вместе со мной оформите очень классный телефон. Пишите вообще в комментарии, оформляете ли вы свой телефон, какая у вас система, Android, Apple, iOS. Мне будет очень интересно почитать, поболтать с вами. И не забывайте про все мои соцсети, Telegram, Нельзяграм и YouTube, собственно говоря. И на этом все. Всем пока-пока, счастья и добра!